Добрый день, садоводы, огородники, птицеводы, все мои подписчики. Давно я не выходил с вами на связь, уже почти как год прошел, может быть, месяцев 6-7 я точно не выходил на связь. Решил показать, что у меня вообще есть на данный момент. Ну а сегодня, да, вот просто хочу побеседовать с вами на такую тему. Вот здесь у меня птица, сейчас я покажу, пусть на фоне ходит. Сейчас мы зайдем. Это у меня молодняк брамы. Куропатчатая брама здесь и колумбийская брама, да, светлая колумбийская брама. Вот, чистокровная порода, с генофонда. Даже видать их оперение, вот, если присмотреться. Есть посветлее брамку я брал, вот такая. Есть потемнее. Петуха взял самого темного. Есть один у нас небольшой инвалидик такой, вот он, с ножкой. Ну, так получилось, несчастный случай, придавили дверью. И вот он теперь так ходит с ножкой. Вот, ну, брама будет у нас просто так на фоне. А сегодня я хочу поговорить с вами, когда цыплята начинают хрипеть. Да, вот прям вот начинает как бы чихать, хрипеть. И, конечно же, поносят. А далее за этим всеми симптомами, конечно же, следует смерть, да, наших питомцев. Вот. Это, правда, было не у брам. Брам, слава богу, все у меня хорошо. Это было с орловскими цыплятами. Ну, правда, из 13 штук у меня только один умер. Да, пропал, так сказать. Вот. И что я делал? Лечение. Я, конечно, не ветеринар. Ой, здесь куры поют прям. Я, конечно, не ветеринар, но я посоветовался с ветеринарными аптеками. Они мне все посоветовали, что у меня есть на канале видео хрип у кур, да, где я там рекомендую другой препарат. Но тот препарат, он подходит при таких симптомах, но для взрослой птицы. А у нас были цыплята буквально недельные, полтора. Там был разный возраст у орловских. И мне посоветовали такой препарат. Сейчас я вам покажу. Вот, видать или нет. Гентафлокс. Вот очень плохо видать, что-то не фокусируется камера. Вот, Гентафлокс оральный. Ну, его применяет, вот сейчас я назначение прочитаю. Назначение Гентафлокс, это орально, применяется лечебно и лечебно-профилактической целью. То есть, те, кто не хочет, чтобы их птица заразилась, можно применять этот препарат. То есть, его применяют всем сельскохозяйственным птицам при колибактериозе, пастереллезе, сальмонеллезе, дизентерии, некротическом энтерите, стрептокозе, хронических респираторных заболеваниях, микоплазмозе, инфекционном рините и других инфекций. То есть возбудители, которые чувствительны к этому препарату. Вот она красота у меня на фоне. Как его разводить? Здесь 50 мл, если вот написано 50 мл. На литр мы используем 1 миллилитр. Вот так, 1 миллилитр на 1 литр. Но я делал немножко побольше. То есть я на 0,5 воды на пол-литра делал 1 миллилитр. И вы знаете, через неделю уже перестали чихать. Понос прошел у них. У них был прямо такой обильный понос. Все прошло. И кушать стали активно. И даже так прям они стали живенькие. И вот из 13 штук у меня погиб только один.
Вот, но он был изначально такой слабенький. В общем, я рекомендую этот препарат Гентафлокс. Еще раз повторю, 1 мл на 1 литр. Ну, а если захотите, чтобы я рассказал про браму, про ее выращивание, кормление, поение, какие витамины, какой корм и так далее, ставьте лайки, пишите комментарии, я обязательно вам все расскажу, покажу. Мы рассмотрим браму со всех, скажем так, точки зрения. Вообще очень интересная птица. Ну а я с вами прощаюсь, вы были на канале За городом. До новых встреч!